Лилия Отиум. В занятиях рисованием с детьми, что, по-вашему, нужно? Рисуем на свободные темы, пробуем разные материалы, немного занимаемся дизайном. Говорят, что занятия с детьми до 10 лет – это не профессиональные занятия. Родители приводят детей в студию и хотят сразу их учить правильно рисовать. Мне кажется, это нужно индивидуально подходить. Если ребенок нормально к этому относится, если он хочет, предложить ему, например, что-то там исправить, как он на это откликается, то тогда работу с ним можно такую строить. Но в основном, мне кажется, это действительно рано. Я совсем не специалист в работе с детьми, но у меня сын рисует, я ему разрешаю все. Он рисует так, как хочет, у него свои идеи возникают, и главное поддерживать, чтобы это не превратилось в какие-то скучные занятия, правильно там, построение, чтобы был полет фантазии, что-то показывать, какие-то пятна, что пятнами можно работать. Главное, чтобы был в доступе различные материалы, были гуашь, что доступно, фломастеры, и дать свободу. У них, конечно, есть некая соревновательность друг с другом. Мне кажется, этого достаточно. Главное, чтобы предлагать различные, наверное, образы, я бы так делал, различные темы, идеи, и чтобы они ковырялись, фантазировали и получали удовольствие. Мне кажется, так. Светлана Зворыкина. Жду урока по рисованию головы. Будет, Света. Все готово, и это будет серия, готовится к запуску. Я скоро буду объявлять о ее начале. Это будут очень важные уроки для тех, кто хочет разобраться с рисунком головы, с различных частей. В общем, я вложил душу в этот проект. Елена, Слава, подскажите, пожалуйста, в ноябре не дописала картину маслом, а сейчас хочу дописать. Нужно ли покрывать ретушным лаком, так как прошло 4 месяца? Да, можно покрыть ретушным лаком, если он есть, так протереть. Либо просто чесноком. Головка чеснока быстрее даже. И ретушный лак, он такой противный, пахучий, жуть. Это смерть. Лучше чесноком. Естественный натуральный материал. Липкость такая, создается связь между слоем, который уже высох, и новым. Реставраторы говорят, вообще лучше полгода, может быть даже год, чтобы она настоялась. Не думаю, что прям уж так там все краска свисала и не досохла внутри. Не знаю, конечно, как вы пишете. Я бы протер. Марина. Мне тетя говорит недавно, почему деревья на картине такие черные и голые? Они ведь зелеными должны быть, пышными. Я говорю, они коричневыми могут быть и розовыми. Короче, она от меня была в шоке. Но смотрите, Марина, ветер сейчас на улице звучит. Дождь идет. А музыкант сидит за инструментом. А как написать музыку дождя, или ветра? Шум ветра. У него есть только клавиши, например, или струны. Он может что-то надавить, но сочинить под воздействием в природе шум ветра или дождя, он может написать музыку. Это совсем не ветер, шум, и совсем не дождь. Это его отношение к тому, что он слышит, например. Так и мы, деревья зеленые, наше отношение к ним будет через гамму чувств, через наше представление о композиции, о том, как работают цвета в холсте, каково состояние природы, плюс фантазия. Это же розовые деревья, это же эмоция, это же наше решение, впечатление, ощущение того, что мы видим или что-то нас затронуло. Можно просто проговорить, что на улице дождь такой пошел, ветер звучит, трактор там едет. А можно сочинить, я не знаю, я шел по лесу, ветер дул колючий,
в кармане трешница была. То есть можно выразить это через какие-то ощущения. Ну, поэзия возникает. Так и здесь. В шоке. Ну и что в шоке? Шок, какой бы он ни был, пройдет. А живопись с розовыми деревьями останется. Саша Гемберт. Мазня это называется. Реализма надо достигать. Ну и что? Достигаем вместе с вами, Саша. Мазня. Вон кашу, например, сваришь, такую геркулесовую, или кипятком можно залить. Ну ее на тарелку с узюмом, как бабушка говорила. Не изюм, а узюм. Узюм еще добавишь. Ну, такая растекает. Невзрачная. Мазня. А кушаешь вкусно. Если на воде, можно еще сметанки присыпать. Метку. Светлана Щерилья. Вячеслав, вы так здорово рассказываете про темперу, что захотелось попробовать этот материал. Какой минимальный базовый набор цветов вы посоветуете? Их не так уж прям сильно много, Светлана. Ну, сами сориентируйтесь, какими. Цорн писал вообще 4 красками. Красная, охра, черная и белая. 4. И ничего себе, там такие растяжки, ну, вы наверняка знаете. Ну, купите к этим 4 еще ультрамарин. Да их-то не так много. Обычный спектр цветов, вы наверняка его хорошо знаете. Просто по цвету откройте тюбик, раскрутите. Я всегда так смотрю на цвет. А что мне там, что написано, неважно. Мне цвет нужен. Темпер продается ПВА вот в таких вот тюбиках. Они не дешевые, но потому и качественные. Я их повывалил вот на такую палитру. Она с резиновой прокладочкой здесь и так довольно-таки герметично закрывается. Я уже, наверное, месяц сюда не заглядывал. Сегодня пойду на наброски рисовать. Ну, попрыскать пульверизатором. И все нормально. Вот смотрите, какие тут цвета. Знаешь, желтый, кадмий лимонный. Ну, там всякие красные несколько. Синие тоже несколько. Там ФЦ, ультрамарин, кобальт. Потом бирюзовая, зеленая. Ну, тут я ее редко пользуюсь, потому что синяя плюс желтый, зеленый создает. Ну, там тоже продается и ФЦ, и окись хрома, какая-то желто-зеленая. Ну, черный, ну, тоже редко пользуюсь. Охра, ну, как обычно, все такое. Вот краплак, красный кобальт светлый. Там какой-то сиена или там умбраженая, ну, и охра. Все как обычно. Так что, ну, этого мне лично достаточно для того, чтобы писать все, что хотите. Вот она так закрывается и довольно-таки себя хорошо чувствует. Джокер. Сейчас народ рисует нейрографию. Это дешевый хайп. Ну и хорошо, пусть рисует народ. Ну, такие полосочки, какие-то линеечки, нейросвязи такие между всякими пятнами. Ну что ж, народ, много чего делает народ. Вопрос, где мы, Джокер? Где вообще, если вам это нужно и интересно, ну и делайте. Не дешевый хайп, а дорогой. Главное, чтобы душа была, ну, хорошо было внутри. Радость. Мне кажется, радость, ощущение счастья – это самое важное. Если оно есть, то все в порядке. Если его нет, то значит что-то не туда. Блюдо какое-нибудь приготовил, есть, кушаешь счастье, значит все в порядке. День прожит не зря. А если еще немножечко успокоительного, то вообще красота. Онлайн-школа работает исправно. Заходите, 10% скидка на все уроки. Выбрать урок вы сможете по анонсам, которые есть к каждому уроку. Ну вот для примера вот этот. Я предлагаю вам познакомиться с 40-м уроком по живописи на пленэре. Виноградник. Я записывал этот урок в Гурзуфе. Он сложный, потому что нужно найти взаимосвязи между несколькими планами. Связи довольно тонкие по тону и по цвету. Дальний план – это гора-медведь. Писать зеленый очень сложно. В этом уроке мы с вами будем писать пространство. Мы будем управлять вниманием зрителя.
Мы будем думать о материальности каждого объекта. И, естественно, одно из главных условий успешной живописи – это расфокусированность зрения. В этой работе мы будем сочинять бесконфликтную композицию. Пятна не должны спорить друг с другом. 40-й урок «Виноградник». Ссылки на урок на онлайн-школу под каждым видео.